Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и это видео я хочу посвятить довольно необычной и знаковой модели, которая вышла у АВД совсем недавно. Это GTSM, такой снегоболотоход, который распространен в лесистой местности. И надеюсь, это видео будет интересно. Поехали смотреть, что внутри. Итак, передо мной коробочка. Это очень долгожданная новинка от АВД. Это модель в пластике. И, наконец, это не ЗИЛ, а гусеничный транспортер снегоболотоход. Ну, такой вездеходик GTSM. И эта модель в 35-м масштабе, что на самом деле новинка. Но такую модель АВД уже выпускала в 43-м масштабе. Она была из металла с резиновыми гусеницами. Давайте посмотрим, что же там внутри. Но сначала посмотрим, что на обратной стороне. Собранная модель. И здесь она выполнена в таком светло-желто-зеленом цвете. Довольно классический цвет для советской техники. Этот вездеход предназначается как и для военных целей, так и для передвижения по пересеченной местности где-нибудь в дальних уголках нашей страны. В наборе присутствует тент. И также можно сделать и без этого тента. Просто открытые лавочки. Довольно интересно. Я очень рада, что эта модель сделана в России. Так что давайте смотреть. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Итак, а внутри у нас довольно мало деталей для такой модели. Сейчас мы их откроем, посмотрим. Так. Нам даны прозрачные детали, и они даны без каких-либо защит. Так что, в принципе, при транспортировке возможно какие-то повреждения. Но у меня все хорошо. Маленькая планочка с какими-то деталями подвески. Решеточки. Так, сами детали. Корпус, днище. И интересные детали, которые изображают нашу гусеничную ленту. Они сделаны как полунаборные траки. То есть здесь есть и отдельные траки, и цельные полосы. И на самом деле это довольно удачный вариант, особенно для новичков. В принципе, я тоже очень люблю, когда ты собираешь не целую гусеницу, а по частям. И это упрощает сборку и при этом позволяет сделать модель более-менее похожей на оригинал. Также в наборе инструкция. Инструкция с тем же изображением. И тут сидит тот же человек внутри, что и на коробке. И я так и не распознала, кто это, честно говоря. Если у вас есть идеи, напишите. Инструкция очень подробная. Очень крупная. И это на самом деле очень большой плюс для набора. Потому что позволяет собрать даже начинающему этот набор довольно без каких-либо вопросов. Во всех видах, во всех возможных вариантах. Так, собственно, вот так будет выглядеть готовый наш снегоболотоход. Также в наборе присутствует декаль и небольшая планочка с фотоотравленными решеточками. Это тоже большой плюс. И единственное, у меня есть вопросы к декали. Они выглядят как будто немножко в расфокусе. Посмотрим, что получится. Но на первый взгляд кажется, что какие-то тут есть проблемы с реализацией декали. Также очень интересно, что АВД кладет вот такую небольшую открыточку с изображением техники, и ее действительно можно кому-то отправить. И часто такие открыточки, коих у меня не так много на самом деле, я иногда кладу своим заказчикам в их посылочку.
с готовой моделью. И также в наборе есть инструкция по окраске. Нам предлагают собрать военный вариант и полярный вариант, довольно яркий и харизматичный. Соответственно, нам предлагают использовать краски от Мачете. И тут указаны все необходимые нам оттенки. И очень классно, что АВД позаботились о нас и показали, как нам окрасить достоверно грузовой отсек и также салон снегоболотохода во всех вариантах. Тут видите, коричневый дерматин, здесь черный. Вот. Приступаем к сборке. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Итак, первым шагом мы будем собирать днище корпуса нашего снегоболотохода, так называемая ванна или же корыто на жаргоне. И нам потребуется рамочка B и детали B3, B2 и B9. Так, соответственно, вот эта рамочка. Единственный минус то, что на самой рамочке нет обозначения, что это рамочка B. Можно было бы сделать небольшой тут какую-нибудь полочку. Но тут есть надпись GT SM P01 и, соответственно, то же самое есть и в инструкции. Ну, хотелось бы тоже B, потому что новичков это может немножко напутать. Приступаю к извлечению деталей. Для этого я использую бокорезы и аккуратно плоскую сторону бокорезов я прислоняю к детали и откусываю. Так, и теперь сама деталь должна отвалиться. Вторая деталь – основа нашего вездехода. Так, и боковые детали. Детали номер 3 и 9. Здесь 9. Так, детали на свободе. И теперь их необходимо обработать, то есть убрать вот эти вот оставшиеся пеньки от рамочки, так как других дефектов я на них, по крайней мере, не вижу. И с помощью надфиля все это убираем. Детали обработаны, и теперь настало время их соединить воедино. Для этого я детали располагаю так же, как на схеме. Соответственно, видите вот эти вот элементы, так же, как и здесь. Соответственно, сначала мы деталь примеряем. Так, нам необходимо попасть вот этими выпуклыми элементами в соответствующие места здесь. Значит, все стыкуется. Хорошо. И смазываем клеем соприкасающиеся поверхности. С клеем надо быть аккуратным. Его должно быть нормальное количество, ни много, ни мало. И сопоставляем. Собственно, несколько секунд, и клей растворяет соприкасающийся пластик. И затем, высыхая, у нас получается довольно крепкое соединение, если клея было достаточно. Собственно, первый шаг готов. Далее я собрала кабину трактора, и тут в сборке не возникло проблем, даже наоборот, детали уж очень идеально подходили друг к другу. Потом на место я приклеила надгусеничные полки, и они выполнены единой деталью. В истории советской техники есть машины-легенды, ставшие символами эпохи, и одна из них – это гусеничный трактор ГТСМ, железный богатырь, без которого невозможно представить освоение Сибири, Арктики и даже космических стартов. Его создавали не для парадов, а для битвы со стихией, и он выдержал испытания временем, оставив след не только в тундре, но и в культуре. И я приклеила на свое место грузовой отсек. Обратите внимание, что в нем проработаны кожухи торсионов.
А вот с кабиной все вышло не так однозначно. У нее сложная геометрия, которая опирается на деталь крыши. Конечно, кабину желательно собирать без крыши, чтобы аккуратно окрасить салон впоследствии. Но как собрать воедино без нее, ее стенки, я не знаю. Разработанный на Харьковском тракторном заводе ГТСМ. Аббревиатура расшифровывается как «гусеничный транспортер», снегоболотоход модернизированный, стал ответом на вызов Крайнего Севера. Его широкие гусеницы распределяли вес так, что машина плыла по болотам и снегу, не проваливаясь даже с грузом в 12 тонн. Дизельный двигатель с предпусковым подогревателем заводился в лютые морозы под минус 50 градусов по Цельсию, а герметичный корпус позволял форсировать реки, и не зря его прозвали амфибией без водоемов. И после сборки мелочевки модель отправляется в окраску. Первым делом я загрунтовала модель аэрозольным грунтом, а потом нарисовала предварительные тени. И зеленым цветом от фирмы Мачете я окрасила корпус вездехода. Тут я применяю краску оттенка 4БО, и потом я в него добавила немножко белого и желтого, чтобы нарисовать светлые участки корпуса. ГТСМ был универсальным солдатом народного хозяйства. Он тянул цистерны с топливом для буровых вышек на Уренгойском месторождении, доставлял секции ракет на космодром Плесецк, а на стройке БАМа стал незаменимым помощником. Его главный подвиг – это спасение людей. В 80-х годах прошлого века в Якутии колонну грузовиков застала пурга. Водители, отрезанные от мира, неделю жили в кабинах, пока два ГТСМ не пробились сквозь снежные заносы, волоча за собой домики-вагончики с теплом и едой. Этот трактор снялся в десятках документальных лент о покорении Севера, но главная роль досталась ему в художественном фильме «Территория» 2014 года, посвященная геологам 1950-х годов. Режиссер Александр Мельник специально искал технику, которая дышит эпохой, и ГТСМ стал в кадре живым персонажем, неуклюжим, несгибаемым, как сами первопроходцы. Кисточкой прокрашу резиновые бандажи катков и элементы салона, кузова и глушителя. На базе ГТСМ создавались удивительные версии, например, ГТСМ-18. Это вахтовый автобус с печкой и спальными местами, которые геологи прозвали гостиницей на гусеницах. Были и экзотические варианты, например, передвижная баня для полярников, или лаборатория с сейсмическими датчиками, или даже клуб на гусеницах с кинопроектором для показов фильмов в тундре. А в арктических частях трактор превращали в носитель радаров. Его кабину настраивали антеннами, из-за чего машина очень сильно напоминала гигантского жука. Смывкой придам модели больше объема и рельефа, а масляными точками я сделаю зеленый цвет трактора более разнообразным. Мало кто знает, но ГТСМ побывал даже в Антарктиде. В 1970-х годах его модифицировали для советской станции «Молодежная». Утеплили корпус, заменили металл гусениц на сплав, который выдерживает температуру до минус 70 градусов по Цельсию. И там он возил грузы от причала до станции, пока его не сменили более современные аналоги. Но местные исследователи шутили, что наш ГТ – это единственный трактор, который пьет солярку, но выдыхает характер. Сухой кистью выделю выступающие части рельефа модели. И вот такой ГТСМ у меня получился. Довольно интересный вездеходный автобусик открытого типа. У него, конечно, есть стенд, но я решила, что без него она выглядит тоже довольно харизматично и интересно. И в работе эта модель мне очень понравилась. Довольно легкая, простая сборка и при этом довольно интересный результат в конце. До новых встреч. Пока-пока.